Добро пожаловать на борт, друзья! В ближайшие несколько минут мы познакомим вас с достопримечательностями уникальной системы по адресу Рукав Ориона, галактика Млечный Путь, местная группа галактик, сверхскопление Девы, регион Ланиакеа. Зовется система Солнечной, и часто ее адрес путают, вписывая в скопление Девы. Это не так, ведь в него наша система не входит. Она является частью сверхскопления Девы, но вместе с галактикой Андромеда и парой десятков галактик поменьше образует местную группу галактик. Ну а само сверхскопление Девы не так давно оказалось в разы больше, чем мы думали ранее. И весь этот регион галактик назвали Ланиакеа, что с гавайского переводится как «неизмеримое небо». В общем, актуальный полный адрес Солнечной системы мы предложим в комментариях. Ну а пока благодарим за то, что вы выбрали наши авиалинии. И приступаем. Подлетая к Солнечной системе, мы увидим, что она в общем-то вполне типична для галактики Млечный Путь, да и Вселенной в целом. Столетиями астрономам Земли очень хотелось, чтобы наш мир был эдаким, и выдвигались самые разные гипотезы уникальности Солнечной системы, начиная от древних гипотез вращения всего вокруг Земли и заканчивая более современными анализами. Они некоторое время говорили, что систем, где сразу 8 планет, во Вселенной очень мало, не больше процента. Но в последние годы астрономы начали признавать, что могут ошибаться. Ведь мы до сих пор не уверены, что и в Солнечной системе 8, а не 9 планет. Речь не о Плутоне, нет, а о потенциальной планете X, существование которой весьма плодотворно доказывает Константин Батыгин. Она настолько далека даже от Нептуна, что на ее поиски требуются годы дорогостоящей работы десятков телескопов. Так как же мы можем заявлять, что большинство систем во Вселенной содержат 2-3 планеты? Никак. И чтобы это понять, особых познаний в астрономии не нужно. Достаточно знать, что в основном для поиска планет ученые изучают родительские звезды в моменты, когда орбиты планет с нашей точки наблюдения через них проходят. И чтобы исключить вероятность ошибки, нужно повторить наблюдение 2-3 раза. То есть дождаться 2-3 оборотов планеты вокруг звезды. Представьте, что кто-то наблюдает за Солнечной системой издалека и пытается найти Нептун по этому методу. Один оборот вокруг Солнца планета совершает за 165 земных лет. И, следовательно, далекому астроному требуется минимум 330 лет, чтобы его найти, а по-хорошему почти 500. Даже если ученый из видимого конца Млечного Пути уделит 3 года наблюдению за Солнечной системой, он, скорее всего, найдет лишь 3 планеты – Меркурий, Венеру и Землю, внеся нашу Солнечную систему в базу как имеющую 3 планеты. Вот и земляне, несмотря на достаточно обширную базу планет и экзопланет, в основном находят близкие к другим светилам планеты и гиганты вроде Юпитера. Есть у нас в каталоге и 8-планетарные удаленные системы, но за конечность расчетов астрономы не берутся. Ведь, вооружившись законом зависимости эксцентриситета орбит от количества планет, подсчитано, что 75% якобы открытых нами однопланетных систем из уравнения вываливаются. Эксцентриситет — это показатель, говорящий о том, насколько орбита небесного тела отклоняется от идеального круга. Собственно, нулевой эксцентриситет — это и есть круг. А все, что выше, это эллипсы. Грубо говоря, орбиты якобы однопланетных систем, известных землянам, не обладают эксцентриситетом, присущим однопланетным системам. Поэтому разговоры об уникальности Солнечной системы из-за большого количества планет в ней стоит отложить на будущее. В лучшем случае она чуть выбивается из общего списка. Тем более, что есть другие аргументы в пользу ее типичности. К примеру, все тот же эксцентриситет. Он у всех планет Солнечной системы почти нулевой, то есть вращаются они вокруг Солнца почти по кругу. И это идеально вписывается в уравнение, о котором сказано выше. Но, справедливости ради, отметим, что и аргументы в пользу уникальности Солнечной системы тоже есть. Ребята из университета Монреаля утверждают, что во Вселенной очень уж редко можно наблюдать ситуацию, где планеты разнятся по массе так сильно, как в Солнечной системе, где есть крошечный Меркурий и гигант Юпитер. Также достаточно редко встречается и комбинация удаленности планет от светила с огромными разрывами. В общем, вкратце ситуация такова, что фундаментальных законов, сформированных землянами при наблюдении за другими системами, Солнечная не нарушает, являясь типичной. Но есть у нее и изюминки, подтвердить или опровергнуть которые мы пока точно не можем. Ибо из триллионов звездных систем во Вселенной достоверно изучено слишком мало. Поэтому лучше взглянем в иллюминаторы и увидим, что первым делом, вылетая в Солнечную систему, нам нужно преодолеть ее границу. Она называется гелиосферой, и если вкратце, это место, куда доходит солнечный ветер. Можно провести аналогию с земной атмосферой, только
в масштабах Солнечной системы. Правда, шаром гелиосфера не является. Это довольно аморфная структура, границы которой меняются со временем. Ну а все пространство внутри нее называется межпланетной средой. По большей части состоит она из все того же солнечного ветра, потока электронов, протонов и альфа-частиц, что выбрасывает Солнце на скорости примерно 1,5 миллиона километров в час. Учитывая непостоянность ветра, периодические вспышки и не особую стабильность Солнца в целом, верно будет сказать, что в космосе тоже есть погода. Термин широко начал применяться в 90-е, и отчасти его на Земле можно наблюдать во время полярных сияний, когда особо буйный солнечный ветер встречается с магнитным полем Земли, защищающим людей от мгновенной смерти. Собственно, этот звездный ветер и является главной преградой к колонизации других планет, ибо убивать космонавтов будет в первую очередь не отсутствие атмосфер, а жесточайшая радиация. Но справедливо также напомнить, что солнечный ветер по аналогии с земной атмосферой создает подобие купола и защищает Солнечную систему от других не менее смертоносных частиц, приходящих извне. Ну а перемещаясь внутри системы, мы столкнемся с границей ударной волны. Это засечка, где солнечный ветер сталкивается с межзвездным веществом и замедляется до относительно низких звуковых скоростей. Граница тоже размыта, и бедный Voyager 2 пересекал ее аж 5 раз из-за колебания солнечной активности. Есть еще и гелиопауза, гелиосферная мантия и несколько теорий вроде головной ударной волны, которую Солнце создает, вращаясь вокруг центра галактики и прямо как корабль рассекая межзвездное вещество. Ну а нас интересует вещество внутри Солнечной системы. И дрейфуя к ее центру, мы первым делом столкнемся с обитателями пояса Койпера. Его можно воспринимать как пояс астероидов, который располагается в 30-55 астрономических единицах от Солнца. Астрономическая единица — это, если что, среднее расстояние от Солнца до Земли. Долгое время считалось, что здесь ничего нет, но в 1992 году наличие пояса Койпера официально подтвердили. И состоит он в основном из карликовых планет и ошметков материала, который при строительстве Солнечной системы оказался не нужен. Самый известный представитель пояса — старый добрый Плутон, который из-за крошечности перестали называть планетой. Сейчас мы знаем аж 4 плутоноподобных карликовых планеты. Ну а главное отличие пояса Койпера от пояса астероидов в том, что его обитатели в основном состоят из метана, аммиака и воды, в то время как более близкие к нам астероиды — это в основном горные породы и металлы. Едем дальше, и из иллюминаторов сможем наблюдать транснептуновые объекты. Что конкретно они из себя представляют, человечество знает не особо. Пока ученые наметили область между Нептуном и поясом Койпера и только планируют хорошенько ее изучить. Но встречаются и формулировки, где под понятие транснептуновых объектов включают вообще все дальше Нептуна. То есть и пояс Койпера, и те же кометы, которые в основном в этом поясе и образуются. Ну и еще в облаке Оорта, являясь по факту астероидами из льда, который при приближении к Солнцу испаряется и образует тот самый хвостик. А когда материал для образования хвостика заканчивается, комету переклассифицируют в обычный астероид. Орбиты планет обладают гигантским эксцентриситетом, и их изучение — отдельная история. Ведь некоторые в Солнечную систему вообще попадают из межзвездного пространства, вращаясь непонятно вокруг чего. Поэтому лучше мы ускоримся и на расстоянии где-то в 30 астрономических единиц встретим первую настоящую планету Солнечной системы — грозный Нептун. Он уникален хотя бы тем, что является первой планетой, открытой не глазами, а сухим математическим расчетом, исходя из странностей в орбите Урана. Случилось это в 1846 году, и во время дальнейшего изучения вскрылись уникальные детали. К примеру, сила гравитации на Нептуне почти аналогична земной, хотя первоначально ничего этого не предвещало, ибо Нептун где-то в 4 раза больше Земли и в 17 раз тяжелее. У синего красавца 14 лун и даже более округлая, чем у Земли, орбита. Наклон планеты похож на земной, и из-за этого здесь тоже есть времена года. Правда, длятся они самую чуточку дольше, ведь год на Нептуне — это не 365, а 60 тысяч дней. Да и в самый благоприятный из возможных дней человек на этом малыше умрет так быстро, что точную причину смерти ученые назвать не смогут, ибо слишком уж много неблагоприятных факторов. Во-первых, на Нептуне самый быстрый ветер из планет Солнечной системы. По некоторым данным, его скорость может достигать скорости звука. Во-вторых, пусть и с некоторыми поправками, Нептун считается газовым гигантом. У него есть небольшое каменное ядро, но встать на ноги на его поверхности точно не выйдет. А на
Она состоит из текущих жидкостей, воды, метана и аммиака. А атмосфера, в свою очередь, из гелия, водорода и метана, который и придает планете стильный синий цвет. О температурах и говорить не приходится. Болтаются они в районе минус 200 градусов по Цельсию. И разве что на Плутоне бывает холоднее. Снаружи у Нептуна есть кольца, заметить которые очень сложно. Тем более, что человечество пролетало рядом с ним ровно один раз. Все с тем же Voyager'ом, который и поделился самыми близкими в истории человечества фотографиями. Ну а отлетая от Нептуна, закончим забавным фактом. Из-за более выгнутой орбиты Плутон иногда оказывается ближе к Солнцу и Земле, чем Нептун, так что слетать на него чуточку проще. А мы летим на Уран, 7-ю планету Солнечной системы. Путешествие займет где-то 10 астрономических единиц от Нептуна, ибо расположился еще один газовый, а в скобочках ледяной гигант на расстоянии в 20 астрономических единиц от Солнца. И первое, что бросится в глаза, смотря на Уран, это его ленивость. Если из-за угла наклона большинства планет создается впечатление, что они похожи на волчки, то Уран наклонен на 98 градусов и больше похож на перекатывающегося на боку ленивца. Впрочем, довольно стройного ленивца, ибо из всех планет-гигантов Солнечной системы Уран самый легкий. Он всего в 14 раз тяжелее Земли и чуть меньше, чем в 4 раза больше. В плане состава и атмосферы Уран очень похож на Нептун, разве что метана в атмосфере поменьше, из-за чего цвет планеты более стильный. Изучен Уран земными учеными очень слабо. Единственным аппаратом здесь тоже был Voyager 2. И все, чем он помог, скудными фото и уточнением количества лун, которых у Урана аж 27, а самая большая размером с половину нашей Луны. Основной достопримечательностью здесь тоже является холод, ибо ядро Урана настолько остыло, что он единственный из планет Солнечной системы выделяет тепла меньше, чем получает от Солнца. А по некоторым данным, временами на поверхности бывает еще холоднее, чем на Нептуне, который на треть от звезды дальше. Ветры там тоже не намного слабее нептунских, так что при посещении одеваться придется сразу в гроб. Ну а из интересного напомним, что у Урана тоже есть красивые кольца, которыми, по данным ученых, он обзавелся совсем недавно. Заметить их можно даже в простенький телескоп. А саму планету периодически видно даже невооруженным глазом. Отчеты о ней есть у древнейших астрономов. Только вот считали Уран долгое время одной из звезд. Лишь с изобретением телескопов ученые поняли, что речь о планете. И таким образом Уран является первой планетой Солнечной системы, открытой с помощью современных технологий. И пока вы перевариваете этот факт, мы поддадим газку и скакнем еще на 10 астрономических единиц ближе к Солнцу. Там мы встретим Сатурн, главного красавца Солнечной системы. Стильные кольца, 62 исследованных Луны, переливающиеся цвета и теоретически подходящий для жизни спутник Титан. Что еще нужно для звания одной из самых привлекательных планет? Возможно, масса в 95 земных и диаметр в 9 раз больше. Ну или факт того, что плотность Сатурна настолько мала, что даже вода в вашем стакане тверже, чем эта планета. Это огромный шар из гелия и водорода, который знали даже древние астрономы и со звездами не путали. День на Сатурне длится чуть больше 10 часов, а вокруг Солнца оборот планета совершает за 29 с хвостиком лет. Как и в случае с Нептуном, ось наклона планеты очень похожа на земную, а значит, там есть времена года. Магнитное поле Сатурна в 578 раз сильнее земного, а гравитационное из-за огромной массы притягивало что попало. Отсюда и сформировались знаменитые кольца, в составе которых можно найти как частицы размером с пыль, так и огромные, похожие на горы каменюки. Причем каждый слой колец вращается вокруг планеты с разной скоростью, и вся эта система занимает почти 300 тысяч километров, то есть 3/4 расстояния от Земли до Луны. Но самая интересная деталь о Сатурне — это даже не кольца, это его луны. По крайней мере, 2 из них, Титан и Энцелад, как настоящие планеты, проявляют признаки геологической активности. Да чего уж там, Титан по размерам больше Меркурия, и вращаясь он вокруг Солнца, определенно получил бы статус полноценной планеты. А может даже экзопланеты, ведь у Титана очень плотная атмосфера, а на твердой поверхности даже есть жидкость. Пусть атмосфера спутника — это по большей части азот, а реки текут из метана, ученые все же считают, что Титан может быть похож на Землю на ранних стадиях развития. И потенциально где-то в подземных водоемах с чуть более высокой температурой там может быть примитивная жизнь. Благодаря зонду Гюйгенс у нас даже есть фото с поверхности Титана, на которых видно, как метан безжалостно красит атмосферу в оранжевый цвет. Второй примечательный спутник Энцелад человечество тоже изучило. Зонд Кассини даже захватил органические молекулы неподалеку от планеты, которые для жизни подходят так себе, но не каждый день встретишь спутник, на котором можно увидеть ледяные фонтаны и извержения, не правда ли? Считается, что где-то там под поверхностью на Энцеладе есть вода,
Так что для будущих ученых это очень интересный объект. Но и близко не такой интересный, как наш следующий гость – старина Юпитер. Находясь на расстоянии в 5 астрономических единиц от Солнца, он оказал на всю систему такое влияние, что и начать с чего-то одного сложно. Помните, как мы рассуждали, что Солнечная система в целом типична, но размеры планет довольно уникальны? Так вот, по мнению многих ученых, именно Юпитеру мы обязаны тем, что на Земле жизнь, во-первых, появилась, а во-вторых, не исчезла от шального метеорита. Потому что Юпитер, черт подери, огромен. Если взять все до единой планеты и сложить их массы вместе, то они все равно будут вдвое меньше Юпитера. А в одно лишь пятно огромного шторма, который бушует на планете сотни лет, Землю можно уместить с комфортом. Если представить Землю в виде виноградинки, то Юпитер будет баскетбольным мячом. Правда, опять же, жидким. Твердое на Юпитере только ядро, которое как раз-таки плюс-минус размером сходится с Землей. Этот газовый гигант настолько крут, что даже может похвастаться тем, что не вращается вокруг Солнца. Из-за безумной массы планеты точка равновесия масс со звездой находится за ее пределами. И таким образом крутится Юпитер вокруг точки в космической пустоте. Никто в Солнечной системе таким похвастаться не может. Какое-то время даже считалось, что Юпитер — это зафейлившая процесс возгорания звезда. Это, разумеется, неверно. Пусть и состоит гигант из водорода и гелия, подходящих для звезды, но массы ему все же не хватает. Чтобы создать из Юпитера звезду, потребуется еще штук так 80 Юпитеров, и тогда реакция, возможно, и запустится. А пока это просто добрый здоровяк, защищающий планеты-крохотусики от шальных астероидов. Долгое время считалось, что Юпитеру мы вообще обязаны тем, что в Землю не прилетают каменюки из космоса на постоянной основе. Но новые исследования внесли долю скепсиса, ведь моделирование показало, что в Солнечной системе без Юпитера вообще вероятность столкновения Земли с кометой или астероидом не изменилась бы. Однако, будь у Юпитера чуть меньше масса, для нас все же настали бы плохие времена. Так что поблагодарить толстячка все же стоит. Вы легко можете это сделать, ведь Юпитер третий после Луны и Венеры в плане яркости. Почти наверняка его видел каждый, но просто не понимал, на что смотрит. Вооружившись обычным биноклем, можно вообще повторить опыт Галилея. Найдите одну из самых ярких звезд на небе, взгляните на нее в бинокль, и если увидите, что вокруг нее вращаются крошечные точки света, это и есть Юпитер. А точки, которые вы видите, это Галилеевы спутники, ибо они у этой планеты тоже выдающиеся. Ганимед вообще крупнейший спутник в звездной системе, и как и Титан превосходит Меркурий в размерах. И вместе с Ио, Европой и Каллисто представляет огромный интерес для ученых. Ведь эти 4 красавца обладают вулканической активностью и довольно горячими ядрами. Ходят слухи и о воде, так что в будущем наравне с Титаном на спутниках Юпитера тоже может быть найдена примитивная жизнь. Ну а мы добавим лишь, что у Юпитера тоже есть симпатичные кольца, и отправимся дальше, попрощавшись с 4 планет-гигантов. Вместе они составляют 99% массы, вращающейся вокруг Солнца, и отделяются от планет земной группы поясом астероидов. В прошлом считалось, что между Марсом и Юпитером была еще одна планета, но под колоссальным влиянием гравитации гиганта гипотетический Фаэтон банально раскололся. Но сейчас эта гипотеза учеными не поддерживается, и большинство сходится во мнении, что пояс астероидов — это ошметки вещества, не пригодившиеся при формировании Солнечной системы. Они, возможно, и не против объединиться, но у гравитации Юпитера свое мнение по этому вопросу. Ну а первый предрассудок, связанный с поясом астероидов, это то, что он похож на непроходимую преграду из фильмов о «Звездных войнах». В реальности все гораздо скромнее, и столкнуться с астероидом, даже находясь в их поясе, очень сложно. Ведь даже суммарная масса всех сотен тысяч объектов здесь не превышает 1000 от земной, ибо подавляющая часть астероидов крошечные, а некоторые вообще классифицируют как пыль. Есть ребята и побольше, а также Цецера, которую вообще изначально классифицировали как планету. Но позже, как и Плутону, ей выдали звание карликовой. Считается, что эти астероиды безумно богаты на драгоценные металлы и ресурсы, ибо при формировании планет металлы обычно засасывает в ядро, и на поверхности металлы вроде палладия найти тяжело. Есть даже мнение, что вообще все редкие металлы на Земле — это упавшие на нее астероиды, так что их изучение в будущем может быть очень прибыльным. Строго говоря, уже сейчас есть стартапы, оценивающие стоимость каждого астероида и составляющие базы для последующей продажи. Прямо сейчас астероиды активно изучаются научным сообществом, ведь из-за неоднозначных орбит слетать на них зачастую проще, чем на нашего следующего гостя, на котором застревал Мэтт Дэймон в фильме 2015 года. Марс — одна из наиболее изученных планет, ведь оттуда у нас есть даже селфи марсохода. И понимание, что когда-то давно 4-я планета от Солнца была мокрее, теплее и обладала плотной атмосферой. Ну а прямо сейчас Марс вдвое меньше Земли, в 10 раз легче, и благодаря оксиду железа обладает стильным красным цветом, который в реальности ближе к желтому
по-прежнему, что прекрасно видно и на фотографиях с поверхности. Из достопримечательностей всем известна гора Олимп, монументальный 20-километровый потухший вулкан. А из мифов всем известны марсианские бури, которые тот же фильм с Мэттом Дэймоном здорово преувеличивает. В реальности даже самые сильные бури на Марсе слабее средних земных. Их скорость редко достигает 100 км в час. Да и учитывая почти полное отсутствие атмосферы, навредить частицы пыли тяжелому оборудованию не могут. А вот проблемой для колонизаторов определенно станут. Ибо пыль на Марсе действительно везде. И помимо загрязнения, она несет слабые электрические заряды, которым земная техника рада не будет. Как и Земля, Марс повернут вокруг своей оси, и там имеются времена года. Как-то раз летом на экваторе марсоход Spirit зарегистрировал вполне бодренькие плюс 35 градусов тепла. Но в средних широтах летним днем максимум можно рассчитывать на 0, а зимой где-то на минус 50. Имеются у Марса и красивые полярные шапки, которые периодически тают, и климат планеты очень интересная история. Ну а мы полюбуемся Землей, которая периодически с Марсом сближается до неприличия близко. О третьей планете от Солнца мы знаем практически все. Добавим, что с точки зрения космоса Земля действительно уникальна. Для такого количества воды в жидкой форме, развитой жизни и тектонической активности должны были сойтись сотни различных факторов. Причем с каждым годом количество факторов учеными уточняется и увеличивается. Юпитер, Луна, расстояние от Солнца, орбита, скорость вращения и эксцентриситет – это лишь малая часть вещей, которые прямо влияют на создание таких заповедных условий для жизни. Будь Земля чуть меньше размером, она не смогла бы удержать атмосферу и выпарилась бы как Марс. Будь Земля чуть больше, она могла быть слишком горячей для жизни. Большинство открытых человечеством планет больше похожи на Юпитер, чем на Землю, даже банальными размерами и геологическим составом. Так что ценить и изучать такое уникальное количество факторов, родивших жизнь, определенно стоит. Ведь совсем рядом с Землей есть пример планеты, которой совсем чуточку не повезло. Именно Венера, а не Марс, ближайший сосед землян. И именно она больше похожа на Землю, являясь фактически ее неудачным двойником. Разрезав две планеты пополам и взглянув на них, отличий найдется минимум как в физических, так и в геологических характеристиках. Масса и размеры планет очень похожи, а Венера настолько яркая и близкая, что после Солнца и Луны является третьим в списке самых заметных объектов на небе. Ее яркости хватает даже, чтобы отбрасывать на Землю тень, а периодически Венеру можно видеть и в дневном небе. Казалось бы, именно она должна стать целью фантастов и космических агентств. И поначалу так оно и было. Пока первые зонды и усиленные наблюдения не показали по-настоящему апокалиптичную картину. Ведь даже на поверхность Венеры в телескоп не взглянешь. Атмосфера в 92 раза плотнее земной напрочь закрывает ее от наблюдений. Споры об этом велись весь 20 век, но даже самые смелые гипотезы преуменьшали масштабы катастрофы. Облака из серной кислоты, почти 1500 градусов Цельсия средней температуры, углекислый газ, офигевающий от происходящего и фактически являющийся водой. Это только краткий список всего, что мгновенно убьет любого желающего заглянуть внутрь. Это, впрочем, некоторым зондам удалось, дав человечеству картинки с поверхности. Безумный парниковый эффект делает Венеру даже горячей Меркурия, и он же заставляет планету потихоньку терять вещество, которое вытекает из нее в космос. Впрочем, ученые все же считают, что высоко в облаках на Венере имеются достаточные условия для существования простейших микробов, которые на Земле, к примеру, в подобной обстановке спокойно живут. Но где точно ничего не живет, так это на нашем следующем госте – Меркурии. Крохотусик чуть больше земной Луны размером и вдвое ближе к Солнцу, чем Земля, и обращается вокруг звезды всего за 88 дней. Ведь из-за близости к светилу развивает Меркурий самую большую скорость из всех планет системы – до 47 км в секунду. С поверхности планеты Солнце будет казаться где-то в 3 раза больше, чем с Земли. И это, как вы понимаете, говорит жизни твердое «нет». До уровня Венеры Меркурий не разогревается, но все же до 400 градусов на его поверхности бывает. От спутников, которые больше его размером, Меркурий отличает планетоподобная масса. Плотность красавца почти равна земной, а железное ядро даже дает Меркурию небольшое магнитное поле. Несмотря на кажущуюся скучность, планета очень помогла физикам. Ведь, к примеру, измерение орбиты Меркурия в свое время показало, что с законами Ньютона что-то не так. Тут-то на смену привычной силе гравитации и пришла теория относительности Эйнштейна, уравнения которой четко объяснили, почему из-за близости
близости к Солнцу орбиту Меркурия так корежит. Но в остальном делать на первой планете действительно нечего. Ее поверхность очень похожа на лунную, а следовательно геологической активностью уже давно не пахнет. Ученые разве что развлекаются поисками кометоподобного хвоста Меркурия, ведь из-за бодренького солнечного ветра планета, как и комета, должна оставлять за собой шлейф. И в 2008 его даже нашли, несколько раз сфотографировав. Но так или иначе, исследования Меркурия продвигаются так себе. Первый серьезный осмотр со спутников намечается только к 2025 году. Гораздо интереснее человечеству изучать нашего последнего гостя, главную звезду вечеринки Солнечной системы, которая находится в центре и является ключевой для всех происходящих с любыми небесными телами в своей власти процессов. Грубо говоря, это огромный шар водорода и гелия. Настолько огромный, что планет типа Земли для сооружения подобной конструкции потребовалось бы больше миллиона. Солнце составляет почти 100% от массы Солнечной системы и в реальности является не желтым, а скорее белым. Если точнее, вернее будет сказать, что Солнце — это вообще все цвета, сложив которые белый и получится. Ведь и фотоны в зеленом спектре Солнце очень даже испускает. Более того, ученые подсчитали, что именно зеленых светило выпускает больше всего. Просто человеческий глаз, атмосфера Земли и десяток других факторов образуют сочетание, из-за которого Солнце нам кажется желто-красным. С точки зрения физических характеристик Солнце можно назвать типичной звездой. Есть светила побольше, есть поменьше, и Солнце в лучшем случае крепкий середнячок из класса желтых карликов. А вот с точки зрения статистики кое-чем звезда выделяется. Как минимум тем, что у Солнца нет товарища. Больше половины изученных астрономами звездных систем — это системы с парой светил. Однако кроме скудных планет, комет и прочей живности у Солнца товарищей нет. Это привело к рождению забавной гипотезы о том, что когда-то Солнечная система была бинарной. Но брат-близнец Солнца по каким-то причинам ушел за сигаретами и не вернулся. Более того, из экзотичной эта теория превратилась в перспективную, когда начала давать ответы на некоторые ранее непонятные вопросы, в основном связанные с облаком Оорта и далекими от Солнца объектами. Кое-что с их орбитами, да и с процессом формирования не так. И теория о брате-близнеце Солнца неожиданно складно объясняет некоторые моменты. Но это догадки, а из фактов стоит отметить, что у Солнца есть подобие колец. Когда Солнечная система только формировалась, звезда была окружена облаком газа и пыли, ошметки которого видны и по сей день. Правда, из-за гигантизма процесса их раскидало по орбитам планеты огромным расстоянием. Ну а само Солнце вращается вокруг центра галактики Млечный Путь. Процесс происходит на безумных скоростях, около 720 тысяч километров в час. Однако из-за гигантизма галактики в целом полный оборот Солнца вместе со своей системой совершит лишь за 230 миллионов лет. Таким образом, если сейчас отмечать галактический Новый год, то получается, в прошлый раз это могли делать первые динозавры. Ну а в остальном Солнце — это безумно нестабильная звезда, изучением которой люди только начинают по-взрослому заниматься. У светила есть свои циклы, его активность постоянно меняется, и даже оборот вокруг своей оси Солнце совершает неравномерно. Сейчас, по данным ученых, мы живем в 25-м солнечном цикле, которые начинаются с точки минимума солнечной активности и заканчиваются точками максимума, следующая из которых должна случиться в июле 2025-го. Эта активность не может влиять на всех обитателей Солнечной системы, и не так давно было введено понятие космической погоды, которое в основном характеризует скорость солнечного ветра, геомагнитные штормы и прочие смертоносные радости. Их разбор — это отдельная история. Ну а пока просим передавать за проезд. Наша экскурсия подходит к концу. Если она вам понравилась, мы будем рады вашему лайку и комментариям под этим видео. До новых встреч, друзья!